привет, друзья! Вы на канале Ну и как там, с вами Наталья. И Сергей. И сегодня необычный выпуск. Этот выпуск в день нашего 20-летия брака. 20 лет. Где, как не в Милане, провести этот день, в этом одном из самых красивых городов мира. Да? Мы покажем вам город как есть, без всяких постановок и прикрас. Я думаю, что он вам понравится, а может быть не понравится. Понравится. Понравится? Он не может не понравиться. Ну, посмотрим. Он влюбляется сразу в себя. Да, мы пошли гулять, и вы гуляете вместе с нами. Ставьте сразу лайк, подписывайтесь, если кто не подписался. Мы будем очень рады всем вашим комментариям и отзывам. Да, поэтому вперед. Да, вперед. Начинаем знакомство с Миланом с его средневекового сердца замка Сфорца. Это не просто крепость, это символ власти, интриг и борьбы за Милан. Построенный в 15 веке, он пережил осады, разграбления и даже чуть не был разрушен Наполеоном. Сегодня здесь можно увидеть следы истории от работы Леонардо да Винчи до последней скульптуры Микеланджело. А еще здесь один из самых красивых парков Милана. Идеальное место, чтобы замедлиться перед погружением в динамику города. Друзья, вы видите знакомые черты, особенно те, кто из России и бывал в Москве. Да, это похоже на Московский Кремль. А почему? Да потому что Московский Кремль строился по проекту итальянского архитектора, который создал проекты этого замка. Я не знаю, какая высота стен. Метров 50, наверное, да, Наташа? Ну, не меньше. Очень высокие стены. Наверное, тут тоже всю воду заливало. Да, это Тропск. Ну, конечно, да, один из элементов был защиты. И, соответственно, все эти мостики, они, скорее всего, были, не знаю, может быть, поднимались, кто его знает. Крепости, и каждый из них отличается, он своеобразный. Очень много детей, очень много экскурсий здесь. Молодцы, что приводят, историю изучают. Смотрите, как классно. Я когда нахожусь в таких местах исторических, мне всегда воображение мое представляет, как здесь люди жили, как они ходили в доспехах, не знаю, в своей одежде. Потому что настолько это аутентично, вот в том состоянии, в том виде, в котором, допустим, данный замок, данная крепость сохранилась, что просто очень впечатляет.
Так, друзья, мы приехали в наше расположение в Милане. Тут такое интересное, нужно было зайти и позвонить по номеру телефона. Номер телефона, и дверь откроется автоматически. Сейчас я его даже не знаю, какая у нас комната, здесь квартира. Вот. Звоню. Ага, дверь открылась, окей. Она и не была закрыта, кстати. Вот. А куда дальше теперь? Непонятно. Сейчас будем выяснять. Так, наш номер 2. Сейчас зайдем, посмотрим, что за номер. Ну. Тепло, слышали, да, Наташин комментарий? Тепло. Наташ, ну заходи, посмотри, как тебе номерок. Смотрите, куда сразу идет женщина. Санузел, ванну. Все ок. Балкон. О, смотрите, друзья, какой балкончик. Диванчик. Самое то, чтобы отдохнуть в Милане после дороги из Бари. Вот полотенце, пожалуйста. Друзья, все, мы отдыхаем и идем изучать город. Мы стоим на остановке, ждем трамвай номер 1. Это самый старый, непонятно, номер 1. Самая старая линия в Милане. И тут ходят прям олдскульные трамваи, которые ходили здесь все это время. Правильно, Наташ? Да, мне еще очень нравится, это, по-моему, в Германии тоже, когда мы были тогда, вот пути трамвайные, и вот прям, знаешь, не вот как вот в Москве, что вот камушки, а здесь вот травушка. Ну, не только в Москве, я думаю, во многих городах да, но между мне прям это. вот это вот очень нравится. А и в тут Бремене засеивают, точно да, так тут же. вон зеленая трамвайная линия. Да, что очень так душевно. Ждем трамвай. Вот он подъезжает, единичка. А главное, прям в 14:59, как Строго по времени. расписанию. Смотрите, как прикольно. Ступенечки открылись. Оп. Деревянные скамеечки. Старый, ну вообще прям старый, прикольный трамвай. Он прикольный, но только я не представляю, там вот для инвалидов или там маме с коляской. Не-не-не, он для здоровых рассчитанный, людей, да, для он взрослых только для здоровых здоровых. людей. Смотрите, какой прикольный. Детишки в Милане ходят за веревочку. Детский садик, видимо, идет. И они идут за веревочку, чтобы никто не потерялся. Я такое видел здесь и в Батуми. Перед нами арка мира. Первоначально эта арка была задумана Наполеоном в 1807 году. Проект разработал миланский архитектор, вдохновившись древнеримскими триумфальными арками. Однако после падения Наполеона в 1814 году строительство было приостановлено. Работы возобновились в 1826 году при австрийском императоре Франце I, который переименовал монумент в Арку мира в честь мирных соглашений Венского конгресса 1815 года. И строительство было завершено в 1838 году при императоре Фердинанде I. Мы гуляем в парке Сфорца. Здесь бегают спортсмены, просто любители здорового образа жизни. Много собачников. Собаки. Кстати, вот по Милану просто, если по городу идти, я не встречал собак много. А здесь в парке их выгуливают, и концентрация повышенная. Парк при замке Сфорца — это микс тысячелетних, мне кажется, деревьев. Ну, по крайней мере, не тысячелетних, но многосотлетних деревьев, современных спортивных площадок, ландшафтного дизайна, инсталляций. Все то, что не дает глазу скучать. Сейчас, конечно, начало марта, и он выглядит не так привлекательно.
А вот когда деревья оденутся в зеленые платья, тогда будет здесь вообще красиво-красиво. Друзья, поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на нас, если вы еще не подписаны. Ждем ваши комменты. Друзья, я покажу вам группу детей, здесь их много. Они ходят по парку Скорце, по замку Скорце с очками виртуальной реальности. Они их одевают, и экскурсовод рассказывает. И, ну, слушай, мне кажется, это вообще мега интересно. Я первый раз увидел, чтобы дети экскурсионной группы были с очками виртуальной реальности. Каждый в наушниках и в очках. Супер. Друзья, перед нами церковь Сан-Марко. Церковь была основана в 13 году и освящена в честь Святого Марка, открытия Венеции, как символ союза между Миланом и Венецией. Церковь – место, куда можно зайти. В любой стране, где есть католическая церковь, это правило действует. Просто один человек зашел, сидит и думает о чем-то своем. Ребят, мы пришли в Чао Пицца. Прикольная пиццерия, находится в центре Милана, там где-то в 50 шагах отсюда до Омо. И мы сейчас зайдем, покушаем пиццу. Я рекомендую вам, будете здесь, заходите. Классная пицца. Бонжорно. Ну, смотрите. Thank you. Ребят, 2 кусочка вкуснейшей пиццы. Я не пойду на улицу. 2 кусочка вкуснейшей пиццы Что мы стоят подождем, что ли? 9 евро. Приятного аппетита. Очень вкусно. Ребят, мы зашли на торговую улицу, одна из центральных торговых улиц, это улица Данте. Интересно, что тут делают военные. Вот, смотрите, в полной амуниции, прикольно. Видимо, следят за порядком. Может быть, какое-то будет мероприятие здесь сегодня.
Друзья, вы уже заметили, что самое частое заведение, куда захожу с Наташей перекусить, это Макдональдс. Потому что для туристов то, что проще, то, что по пути, оно и удобнее. Взяли кофе, 2 капучино, круассан и чизкейк. Чизкейк 3 евро, круассан евро 20, а большой капучино евро 80. Друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Впереди нас ждет много чего интересного. Не пропустите. Дуомо – это то, что делает Милан Миланом. Собор, который строили почти 600 лет. Легенда, символ произведения искусства. Здесь 3400 статуй, 135 шпилей и одна позолоченная Мадонна на вершине, которая по традиции должна быть самой высокой точкой города. Учитывая размер этого собора, мне кажется, реставрационные работы здесь могут идти вечно. Только закончишь один участок, надо приступать уже к другому участку. До зимней Олимпиады в Милане осталось 330 дней, 7 часов и 36 минут. Но это на момент, когда я снимаю данное видео. Когда вы будете смотреть, соответственно, уже будет меньше времени до зимней Олимпиады в Милане. Если бы Милан можно было описать одним зданием, это была бы галерея Витторио Эммануэля II. Это не просто торговый пассаж, это дворец моды, элегантности и истории. Здесь находятся люксовые бренды, дорогие рестораны и, конечно, знаменитый мозаичный бык. Говорят, если встать на его символ и повернуться на пятки 3 раза, это принесет удачу. Миланцы верят, а мы проверим. Резкий контраст с историей – это футуристический Apple Piazza Liberty. Кажется, что здесь соединились технологии и архитектура. Огромный стеклянный куб, уходящий под землю, и каскадный фонтан, создающий эффект портала в будущее. Да, Милан – это не только история, Милан – это еще и современность, технологии, современная мода и многое-многое-многое. Пойдемте посмотрим, что предлагает флагманский салон Apple в Милане. Какие цены, какой ассортимент. Все покажем, все расскажем. Друзья, первый раз в таком пространстве, где столько продукции Apple. Конечно, прикольно.
Показывают курс, как обращаться, видимо, с какой-то программой Apple, я так подозреваю. Показал, какие компьютеры, цвета разные, розовые, Да. синие, зеленые. Да, эта линейка, она уже давно продается. Просто самое интересное, объем, масштаб, скажем так. No. Короче, цен на продукцию Apple нет. Надо подходить к джунам, или как они там называются, люди, которые консультанты, и у них только интересоваться ценами. Поэтому, ребят, обещал вам цены на Apple. Цены на Apple я вам не дам, к сожалению. Да, мы говорим чао салону Apple и двигаемся дальше, смотрим Милан. У нас есть еще несколько локаций, куда бы мы хотели с вами попасть. Вот такая очередь. Смотрите, девчонки стоят. Ну, не только девчонки, мальчишки тоже есть. Такая очередь для того, чтобы сделать бесплатный мейкап. Такой мини-студия из Сен-Лоран. Look at this marble through. Oh, this town sure don't drown you. How times have changed, girl, looking loyal. But times are supposed to Ребята купили панцеротти, это такие пирожки с наполнителем. Взяли моцареллу и томат, и, по-моему, моцареллу и шпинат. О, шпинат да. У меня моцарелла томат. Короче, попробуем, я не знаю, как это по вкусу. Ну, жареные пирожки с начинкой. Ну, вкусно. Друзья, спускаемся в метро. Стоимость суточного билета здесь, по-моему, 7 евро, если мне не изменяет память. А он действует 24 часа и позволяет ездить неограниченно на любом виде транспорта за эти 24 часа. Короче, друзья, так как мы приехали вчера и купили вчера, и не уследили, наши 24-часовые билеты закончились. Короче, мы попали на штраф. Тут такая схема. Подходишь к кассе, они видят туристов, и чувачок тебе настоятельно: давай, я тебе заплачу, типа, ну, заплати мне 2 евро, я тебя пропущу. А у нас суточные закончились билеты. Мы ему такие: окей, мы тебе заплатили, ему заплатили по 2 евро за человека. Только проходим, сразу же стоят контролеры. Сразу же они стоят. И, короче, штраф 41 евро с человека. Ну вот попали на 82 евро на двоих из-за того, что, пожалели
Даже не сколько пожалели, наверное. Ну, наверное, да, пожалели деньги на еще один суточный билет. Ну, как бы вот так вот. Теперь будем знать, и вы будете знать. Оплачивайте проезд в метро Милана. Ну и вообще в любом месте оплачивайте билеты. Покупайте официальные билеты. Даже расстроилась. Вот так. Метрополитен Милана очень большой. И на линии номер 5, точнее большой и современный. На линии номер 5 ездят поезда без машиниста. То есть полностью автоматизированная линия. И у них стоят такие вот защитная стена, чтобы люди не упали на рельсы. И когда поезд подойдет, эти двери откроются одновременно вместе с дверьми вагона поезда. Друзья, вот мы вышли из метро, да, после штрафа, знатный опыт. Какие у тебя впечатления вообще от метро? Ужасные у меня, во-первых, от метро впечатления. Во-первых, вонище травой. Ну а что? Ну, трава тут, да, травой во многих. воняет Это, просто. конечно, не Барселона, Да. но именно в метро носители, покуривающие травку, они очень часто встречаются. Да, вонище, просто в вагон заходишь. И неприятно, честно говоря, осадок от полицейских остался, потому что, ну, слушайте, ну, клоуны в плохом смысле, что они с этим чуваком просто работают, они, ну, все было Бизнес, очевидно. ничего То есть это лишнего. прям очевидно бизнес, да. Ну, то есть, ну, прям совсем неприятно. Они понимают, что язык мы ни хрена не знаем, что... Не обязательно это, они не знают, что мы не туристы, знаем. Ну, нет, ну, Они, ясно, видят, что они туристы. разводят туристов, да, на раз-два. Разводят туристов на раз-два, и это очень как Причем осадок. интересно, они вначале нам говорят, типа, штраф 150 евро. Да. Типа, ну, как бы с одного 150 евро, это прям очень дофига. Мы... Объясняем, что вот тот чувак, который уже свалил, Ну, короче, ладно, соответственно. мы на ломаном английском пытались с ними объясниться. В итоге он достал табличку, говорит, штраф 41 евро. Вот так со 150 до 41 снизился штраф с человека. Ну, вот такая цена опыта. Ребят, не ведитесь. Короче, если катаетесь в метро, катайтесь по билетам. По билетам, потому что я, например, думала, что он нам сейчас билет даст, а он нам просто не дал. То есть мы ему даем деньги, он просто вот это, ну как это, Ну, он по проездному нас пропустил, получается, он да. приложил этот билетик, мы проходим, как бы, то есть все так И вот тут сразу же бегом, и накидывается они контролер. накидываются, да, то есть мы не успеваем ни у него ничего добиться, ни, собственно, ну, вот, короче, получилось так, как Ну, получилось. короче, так, да. Метро Наташке не понравилось. Абсолютно. Блин, честно говоря, мне оно тоже не особо впечатляет. Очень запутанно, но, конечно, местным здесь понятно все, куда идти. Очень много линий метро. Вот, переходы очень такие длинные, прям не понравилось. Поэтому гуляем пешком, ездим на трамвае. Надо же сегодня 30 тысяч шагов сделать. Сейчас мы сделали 10. Да. Надо нам 30 тысяч шагов. Кому надо? Мне не надо, но мы были в баре, сделали каждый 30 тысяч шагов. Куда ты пошел? 30 тысяч, ну, теперь Наташка боится, что будут штрафовать за переход на красный свет. Правильно делает, что боится. Нам не хватало еще штрафа за переход дороги на красный свет. Короче, ребят, мы пришли типа в бизнес-центр. Центр бизнеса в Милане, где построили высотки. Одна из них, по преданию, это самое высокое здание в Италии. Не верится, честно говоря. Здание банка Unicredit. Мы его найдем, покажем, что за здание высокое Unicredit. Может быть, на самом деле это безумной высоты. Оставайтесь с нами, будем искать это здание. Да, по рекомендации путеводителей мы пришли
и приехали в этот район, который типа деловой центр Милана. Современные высокие здания. И я вам честно скажу, не впечатляет. Если вот это здание Unicredit это самое высокое в Италии, то у них какие-то проблемы, видимо, со строительством и технологиями. Шучу, конечно, но не впечатляет. Единственный впечатляющий момент, вот видите, там вдалеке есть жилой дом. Это специально был особый архитектурный проект, и оно полностью в деревьях. На балконах, на крыше высажены деревья. На самом деле тут многие дома, где на крышах высажены деревья. Ну, прям очень часто встречается, вообще каждый балкон украшен прям зеленью, прям такими, не вот как у нас там в горшочках, а такие, ну, климат позволяет деревья-то. А эти прям вообще... Да, а это прям вообще это дом дерева. Да. Вот такие дела. Милан неоднозначный, Милан неоднородный. Красивый исторический центр. Якобы современный бизнес-квартал. Но как для Милана, это, мне кажется, мало современных зданий вот такого характера в Милане. Интересный магазинчик Uniqlo с изменяющейся цветовой палитрой внешне. На улице дождь, пойдем спрячемся. Да, сейчас такой гром был 13 марта. Встретили такую группу людей без купальников, но с молескинами. Стоят, рисуют. Друзья, вот и подошла наша поездка в Милан. Да, как тебе, Милан? Милан, слушайте, ну, Бари мне понравился больше. Да, Да. согласна. Милан, он большой город, как-то нет души. А Бари, предыдущий выпуск наш посмотрите, Бари Улица. город с душой, да. А здесь он большой. Ну да, есть большие вот эти известные, всемирно известные памятники. Достопримечательности, Да, достопримечательность. А в баре чистый, нет вот этого запаха травы. Вот, ну, я не могу, нет, просто я объясню. Да, Трава что? это запах, знаете, какой, как будто вот И я пота. думаю, люди знают запах. Ну просто, ну это невозможно. Короче, мы против наркотиков. Да, Милан. Один день вполне достаточно, по да, моему больше мнению. не нужно. Ну, По- пицца вкусно, ну там туда-сюда, ну и все. Да. Поэтому один день на Милан, по нашему мнению, достаточно. Приезжайте, есть что посмотреть, а потом езжайте в Бари. В баре. Очень классно. Да. До встречи до встречи на нашем канале. Мы скоро поедем в другие города. Совсем скоро. Ребята, ставьте лайки. Пишите подписывайтесь комментарии. на наш канал. Да, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Чао! Пока.